Как подобрать конвекционную печь для пекарни полного цикла? Конвекционные печи являются самым распространенным технологическим оборудованием для пекарни полного цикла. Зачастую пекарня полного цикла использует либо только конвекционную печь, либо совмещает конвекционную печь, например, с небольшой подовой печью или подовой печью, например, для пиццы. Так как конвекционная печь в любом формате является основным технологическим оборудованием для пекарни полного цикла, то ее подбору необходимо уделить достаточно большое внимание. Такие печи бывают разного объема вместительности, от 3 уровней до 12 уровней, как правило. Бывают печи и большего формата, например, на 20 уровней. Но если вам уже требуется такая печь, то здесь уже стоит, может быть, рассматривать мини-ротационную печь. Сегодня мы поговорим о тех печах, которые обладают максимальной вместительностью 12 уровней. То есть 3, 4, бывает 5, 6, бывает, по-моему, даже 8 уровней и 10, 12 уровней. Вот это основные печи для пекарни полного цикла. Соответственно, их вместительность зависит в первую очередь от производительности. Производительность пекарни полного цикла зависит от количества чеков, то есть от количества покупок в конкретной пекарне полного цикла и о том, какое количество изделий будет в одной покупке. Например, если вы прогнозируете, что в вашей пекарне полного цикла или похожем объекте будет от, например, 150 до 180 чеков и в среднем в одном чеке будет 2 изделия, то получится 360 изделий за смену вы должны произвести. И вот, соответственно, от этого количества изделий вы и будете считать производительность конвекционной печи и, как следствие, получите нужный объем конвекционной печи, которую вы будете использовать. Конечно, стоит учитывать, что в пекарне полного цикла производится широкий ассортимент. И у этих изделий у всех разное время и разная температура выпечки, а также разный вес. И, допустим, если хлебов по 300 грамм в условную печь поместится 10 штук, то, например, хлебов по 600 грамм поместится только 5 штук. Это тоже стоит учитывать. Чтобы правильно подобрать конвекционную печь для пекарни полного цикла, необходимо учитывать следующие факторы. Производительность, технические характеристики изделий, временные промежутки выпечки, вес изделий тоже важен. И, возможно, стоит учитывать форм-фактор изделий. Потому что если, например, ваш круассан весом условных 120 грамм, а расстояние между уровнями, верхним и нижним уровнями в печи, в конвекционной, достаточно маленькое, потому что эти расстояния тоже бывают разные, то когда круассан начинает увеличиваться, он может упереться в верхний лист, негативно скажется на его внешнем виде. Поэтому при подборе печи стоит учитывать все технические характеристики изделий. Как правило, для того, чтобы пекарня полного цикла работала эффективно, с учетом вариативности выпечки, то есть с учетом разности характеристик и разности качества этих изделий и разности времени выпечки каждого изделия, нужно 2 печи. Как правило, это 2 конвекционных печи на 6 уровней. Такая комбинация наиболее распространена для того, чтобы за короткий промежуток времени выкладывать все изделия на витрину. Потому что, например, в одной конвекционной печи совмещается, например, несколько хлебов, например, ржаной и ржано-пшеничный хлеб и выпекается. А, допустим, во второй конвекционной печи выпекается несколько вариантов слоеных изделий. Потом выпекается несколько вариантов сдобных изделий, а во вторую печь, например, вы можете поместить условные какие-нибудь печенья или, например, бездрожжевое слоеное тесто. То есть в этом случае, когда у вас есть 2 печи, вы можете выпекать в разных температурных режимах изделия с разными техническими характеристиками. И как следствие за короткий промежуток времени получить таких изделий в широком ассортименте достаточно большое количество. Понятно, что зачастую в пекарне полного цикла производятся дрожжевые изделия, которые требуют определенного технологического процесса, а именно расстойки, то есть окончательной расстойки. Для обеспечения конвекционных печей необходимым количеством расстоянных изделий нам потребуются мощности расстоечного оборудования 3 раза превышающие вместимость
конвекционных печей. Если у нас есть две конвекционные печи на 12 уровней, допустим, общим количеством, то расстоечный шкаф должен равняться 36 уровням. В этом случае конвекционные печи будут загружены полностью. И как следствие вы не будете выпекать небольшое количество изделий, которое полностью не загрузит конвекционную печь, и как следствие она будет неэффективна. Вы сможете за короткий промежуток времени произвести достаточно большое количество изделий. Помимо того, что для дрожжевых изделий вам понадобится шкаф отложенной расстойки, то, например, для технологии длительного холодного брожения, о ней я снимал отдельное видео, вы можете посмотреть его на моем канале, понадобится холодильное оборудование, которая, по сути, в технологическом процессе выполняет роль шкафа окончательной расстойки. И если вы планируете производить хлеб по такой технологии, то холодильные шкафы тоже стоит рассчитывать с учетом загрузки вашей печи. Итак, когда вы полностью рассчитали вот этот производственный процесс и рассчитали, какое количество вам расстоечного оборудования нужно, какое количество холодильного оборудования нужно, для того, чтобы эффективно обеспечить эти две конвекционные печи на 6 уровней или две конвекционные печи на 4 уровня, например, то помимо этого вам еще понадобится инвентарь. А это листы 60 на 40, потому что зачастую конвекционные печи обладают именно такой вместимостью, то есть листы 60 на 40. Вам понадобятся также шпильки-тележки, потому что в этом случае нужно куда-то изделие поместить до выпечки и изделия поместить после выпечки, для того, чтобы они остывали. То есть это минимум 2 шпильки-тележки, расстоечный шкаф и 2 конвекционных печи на 6 уровней, а также хотя бы 1 холодильник для технологии длительного холодного брожения, если вы ее будете использовать. Вам потребуется дополнительный инвентарь, который будет выражен, например, в формах для хлебов, в формах для выпечки и других формах, которые используются в рамках технологического процесса, именно в выпечке. Например, формы для булочек для гамбургера, если вы будете их выпекать. Например, силиконовые формы для эклеров каких-нибудь, такое тоже бывает. Или кольца для выпечки, например, бисквита или каких-либо других изделий. Какую же марку и модель выбрать именно для вашей пекарни полного цикла? Здесь в первую очередь все зависит от бюджетов и от тех изделий и технических характеристик этих изделий, которые вы будете выпекать. Все конвекционные печи можно разделить на таких 2 больших вида. Это универсальные конвекционные печи, которые могут выпекать широкий ассортимент изделий и которые зачастую используются в достаточно большом списке хлебопекарных, кондитерских предприятий, предприятий общественного питания и хлебопекарные печи. Одним из основных отличий хлебопекарных печей от универсальных конвекционных печей будет расстояние между уровнями, то есть расстояние между листами или расстояние между уровнями. В хлебопекарных печах это расстояние чуть-чуть больше, чем в универсальных конвекционных печах. И как следствие, вес изделий, которые вы сможете выпекать при полной загрузке этой печи, будет больше. Я не рассматриваю частичную загрузку конвекционной печи как эффективное использование данного технологического оборудования. Производите большое количество и вы можете выпекать полную загрузку печи, то вы должны подобрать такую печь, которая при технических характеристиках ваших изделий позволит это сделать. Зачастую хлебопекарные печи в этом случае выигрывают. Также, как правило, у хлебопекарных печей достаточно большой вентилятор по отношению к универсальным конвекционным печам. Большой вентилятор в конвекционной печи лучше распределяет тепло по камере, и выпечка изделий в такой печи происходит более равномерно, у них более равномерный колер, и они выпекаются незначительно, но быстрее. Конкретные марки и модели технологического оборудования я рекомендовать не буду. Здесь уже вы можете выбрать с учетом, например, отзывов из интернета или отзывов реальных покупателей этого технологического оборудования. Но при выборе в первую очередь ориентируйтесь на те изделия, которые вы будете выпекать. Дальше ориентируйтесь на производительность. Выбирайте печи
с учетом того, что нужно именно для вашего предприятия и какое конкретно технологическое оборудование будет лучше выполнять те функции, которые вам нужны. Для конвекционных печей, которые будут выпекать хлеб, обязательно нужно пароувлажнение. Бывают, конечно, конвекционные печи без пароувлажнения, но чаще всего это универсальные конвекционные печи. Хлебопекарные печи обладают пароувлажнением. Лучше всего, чтобы в вашей конвекционной печи был регулируемый вентилятор, потому что это важно для некоторых изделий. Статичное тепло необходимо для ряда изделий, и в первую очередь снижение обдува нужно для получения менее яркого колера в изделиях, а также для того, чтобы изделие не высушивалось к концу выпечки. Вот хлебопекарные печи зачастую обладают достаточно широким спектром регулирования вентилятора, и как следствие вы можете получить разный результат в одной и той же технологии. Но, как правило, такие печи стоят существенно дороже. Все конвекционные печи с пароувлажнением требуют подключения к воде для того, чтобы использовать пар. Для того, чтобы использовать эту воду для генерации пара. Когда вы используете воду из центрального водоснабжения, вам необходимо использовать умягчитель воды для того, чтобы тен, который используется для испарения воды в печи, не обрастал накипью. Это тоже важное условие. Конечно, подставку можно купить отдельно, можно ее изготовить самостоятельно, но лучше покупать заводскую подставку, на которой печь стоит достаточно устойчиво. Как правило, в пекарнях полного цикла очень небольшая площадь, и печи стоят в стойке, то есть одна на одной. И вот когда печи стоят таким образом, для некоторых печей требуется специальная проставка. Вот такие проставки не всегда есть по наличию. Это тоже в первую очередь стоит уточнять при покупке, например, 2 печей. Но если мы говорим о пекарне полного цикла, то идеальным вариантом будет для нее именно 2 печи, чтобы выпекать широкий ассортимент в большом количестве. Также у печей бывают разные панели управления. По моему мнению, электромеханическая панель является самым лучшим вариантом.